Внешние боги — это безупречные существа, которые испокон веков создавали бесчисленное множество вселенных. Их называли абсолютами. Они продолжали бесконечно творить, преследуя и пожирая вечность. В процессе этого было создано много материи, духов и законов. Но существовал абсолют, который ощущал себя скованным бесконечными оковами этого рабства. Из-за чего он решил придумать для себя развлечение. И этим развлечением стало наблюдение за войной между творениями богов. Абсолюту было интересно наблюдать за разрушительной деятельностью этих существ. Бесчисленным творениям богов приходилось вести бесконечную войну. Они все умирали и возрождались, продолжая этот порочный круг. Это было необходимо для того, чтобы добавить красок в скучную жизнь Абсолюта, пока однажды это не прервалось вместе с его жизнью. Абсолют, наблюдавший за бесконечной войной, был убит собственными творениями. Боги из других измерений, узнав об этом, собрались в одном месте, чтобы наблюдать за миром, который лишился своего хозяина. Смерть соратника, который, ко всему прочему, был убит сотворенными им же существами. Но Абсолютам было плевать на все это. Они были поглощены лишь одной мыслью. Сила, которая потеряла своего хозяина, будет принадлежать тому, кто первый ей завладеет. Поднятие уровня в одиночку. Рагнарёк. Первая серия. Главного героя манхвы зовут Сон Сухо, и у него отличные новости. Ему удалось поступить в Корейский университет искусств. Его товарищам такие вести кажутся странными. Как такому неуклюжему парню удалось пройти вступительные испытания в универ искусств? Сухо по большому счету плевать. Главное, он наконец сдриснет из этой помойки. К троице подходит чел. Он поздравляет Сухого, но с каких это пор он рисует? Сухо подходит ближе. Ким свой член опять за свое. Подобное неуважение выводит юношу из себя. Его зовут Инчхоль. Но Сухому кристально поебитлс. В ходе их разговора оказывается, что Чхоль планировал захватить школу, но Сухо ему как-то помешал. Впрочем, нашего героя его планы не волнуют. Пусть лучше спасибо скажет за помощь, ведь без него хрен бы он школу закончил. Одноклассница не понимает, чё этот придурок опять устроил. У них на носу выпускной, а он вместо этого издевается над человеком, который остался без родителей и хоть как-то старается оставаться жизнерадостным. Чхоль собирается преподать урок зазнайки, но Сухой его опередит. Пусть ведет себя смирно до выпускного. Вот только колено в морду не усмирило придурка. Напротив, лишь раззадорила его. Ответка не заставила себя ждать. Благо весь урон впитал шкафчик. Воцарилось молчание. Никто, включая Чхоля, не понимает, что с ним случилось. Он весь будто пылает. 2 года спустя. Сон Сухо. 2-й курс университета. Сухой, как обычно, тащится в шарагу. Вот только сегодня кое-что случилось, из-за чего лекции перенесли в другой корпус. Но беспокоиться не о чем. Охотники уже вошли во врата и начали зачистку. Гражданским здесь делать нечего. Сухо отправляется в другой корпус. По дороге он задумался. Снова врата. 3 года назад во всем мире появились врата, которые привели к огромным переменам. Порталы, что через определенное время становились проходом для монстров. И словно в ответ на эту угрозу, человек тоже стал проявлять изменения. Появились особенные люди со сверхспособностями. Пробужденные. Мир стремительно менялся. И тогда пробужденный Уджин Чхоль собрал всех обладателей подобной силы вместе, организовав ассоциацию охотников. После ее создания дела человечества пошли в гору, а людей стали делить на охотников и очередняр. Пока подавляющее большинство добивалось результата мелкими шажками, усердствуя подобно муравьям, другим все доставалось без особых усилий. В такой системе муравей четко осознает свой предел. И как бы очередняра ни старался, ему не удастся даже приблизиться к пробужденному с рангом Е. Если охотники перестанут закрывать врата, этот мир погибнет.
Обычные люди слишком сильно зависят от пробужденных, и стрелочка в этом случае не поворачивается. Сухо благодарен охотникам, ведь благодаря ним он живет в безопасности, но его гложет беспокойство. А вдруг он просто привык к тому, что есть вещи, которые ему никогда не получить? Пропавшие родители, право на жизнь, зависящее от других. Раньше он думал, что в мире нет ничего недостижимого, но с наступлением этих времен люди стали терять то, что у них было, и эта пустота начала заполняться бессилием. Мама часто говорила ему, что он похож на отца. Интересно, как бы он поступал в мире, где для обычного человека существует лишь бессилие и зависимость от других? От размышлений его отвлекает препод. Сухо сегодня так увлеченно рисует. Парнишка признается, что просто дал свободу рукам. Но что это у него получилось? Человек-муравей? Тем временем охотники выходят из портала, и судя по их лицам, зачистка закончилась успешно. Предводитель группы Ким Джон Су докладывает: дело сделано. Но есть кое-что, о чем ассоциации охотников нужно знать. Они наткнулись на новый вид монстров. Чудовища были объяты синим пламенем. Атаковали когтями и зубами. Благо они не особо опасны, если судить по тому, что один из монстров зацепил его, и никакой реакции не последовало. Весть хорошая, но охотнику все равно следует отразить это происшествие в своем рапорте. Однако Ким просчитался, и ранение дает о себе знать. Он почувствовал это всем телом. Работяга не выкупает. Что с охотником? Спустя мгновение обезумевший Ким набросился на него, на глазах собственных товарищей. Одна из напарниц смекнула. Синее пламя. Прямо как в подземелье. Впрочем, это было последнее, о чем она подумала. Наблюдатели, роняя кал, поспешили свалить отсюда. Дело пахнет посинением. Студенты, услышав шум, тут же поспешили узнать, в чем дело. Какой кошмар. Люди убивают друг друга, прямо как монстры. Неужели случился прорыв врат? Нужно бежать. Или лучше дождаться охотников. Среди них есть помощник профессора. Он пробужден. Пусть же защитит их. Но очкарик тут же отнекивается. Он слишком мелкописечный по рангу. Сухой заметил монстра на крыше, и он там не на виду любуется. Буквально через пару секунд чудовище запрыгивает в кабинет. Сухо понимает, нужно сваливать. Но неподалеку его одногруппница не может пошевелиться. Ей нужна помощь. Ну а как говорится, девок в мире много, а Сухо такой красивый один. Он обещает ей, что позовет охотников, а сам сваливает. Впрочем, он и сам осознает, что поступил плохо. Кровь этой девушки будет на его руках. Но разве у него есть выбор? Он ведь не пробужденный. Какого черта он такой беспомощный? Если бы папа был здесь, как бы он поступил на его месте? Чудовище приближается к девушке. Еще немного, и она пополнит ряды пламенных зомби. Но тут в его голову прилетает огнетушитель. Таки Сухой пошарился в штанах и отыскал там свои яйца. Вы выполнили условия завершения секретного задания «Мужество слабых». Отвлечемся от битвы. Сухой вспоминает, что раньше ему снился сон. Это было похоже на игру. В ней он постоянно сражался с монстрами. Этаж за этажом они становились сильнее. И после победы над ними его уровень рос. Чем сильнее становились монстры, тем сильнее должен был становиться и он. Одолев несчетное количество чудовищ, он дошел до последнего этажа. И тамошний босс был чертовски силен. Но несмотря на то, что он был его врагом, Сухо одновременно презирал и уважал его силу. Но самое удивительное, что этот босс оказался его отцом. Видимо, во сне он создал проекцию папы. Ведь отец всегда был сильным и надежным. Интересно, как ему это удавалось? Огрев чудище огнетушителем, Сухо задается вопросом. В такой ситуации папа поступил бы так же? Однако сейчас есть проблема посерьезнее, ведь монстрам насрать на атаки обычных людей. Но минутку, что происходит? Время остановилось. Перед лицом Сухо появилось уведомление. Он получил право стать игроком. Принять? Черт, это так напоминает тот сон. Недолго думая, Сухо соглашается. Комнату залил яркий свет. Добро пожаловать в игру. Вот тебе пачка благословений, а еще теперь ты невосприимчив ко всем заболеваниям и прочей шляпе. А во время сна регенерируешь как росомаха. Удобно, правда? Я тут на связи, чтобы помогать тебе не быть ложком. Но не забывай, жизнь одна, так что не балуйся. Вот тебе твои статы, ознакомься. А теперь к делам.
Прикончи всех этих пламенных зомби. Зомбарь вновь подает признаки жизни. Сухо кричит одногруппнице, чтобы она убегала. Он с ними разберется. Помимо здоровяка поднимаются и другие зомби. Над всеми парит табличка. У него 3 противника, один из которых пробужденный. Время проверить свою силу. Первым делом он швыряет огнетушитель в зомботян, а затем прописывает ей в щи. Удар был такой силы, что она пробила с собой потолок. -1. Неплохо. Потребовался всего 1 удар. Второй очередняра отлетел так же быстро. Красавчик, лови повышение уровня. Квест обучения завершен. И вот одобри награду, плиз. Окрыленный успехом, Сухой сам нападает на последнего монстра. Вот только это чудище посильней будет. Ответка не заставила себя долго ждать. Сухой нормально так огреб, но сумел перегруппироваться. Вот дерьмо. Его ранили. А он ведь только пробудился. Неужели теперь и он станет монстром? Спокуха, ты не читал уведомления, но я же говорила. У тебя есть щит от всего этого дерьма. Не парься и пытайся отмудохать его. Щит от болячек может и есть, но физическое воздействие никто не отменял. Чудовище валит его на землю. Хреново. Пробудиться-то он пробудился, но силенок у него маловато. Наверное, он сейчас ранга Е или даже ниже. Есть ли другой способ? Сухой вспоминает о награде и жмакает принять. Сила мгновенно возрастает. Благодаря этому ему удается сбросить с себя чудовище. Не давая монстру опомниться, он нападает. Впрочем, даже с повышением статов силенок все еще недостаточно, но он не израсходовал все очки. Может, если полностью вложиться в силу, это поможет? Удивительно. Он пробужденный, способный прогрессировать. Никогда такого не было, и вот опять. Усилив себя, он принимается избивать чудовище. И, кажется, это сработало. Его удары оттесняет пламенного зомби. И, наконец, он видит перед собой уведомление. Пробужденный горящий туман Деранга повержен, а его уровень повышен трижды. Присев, Сухой принимает решение. Раз уж он смог пробудиться, теперь с этой силой он обязан помочь людям. Кстати, как там ситуация внизу? А там ничего хорошего. Еще один пробужденный горящий туман, только С-ранга, решил с ним подраться. И никаких предварительных ласк не будет. Ситуация начинает выходить из-под контроля. К месту происшествия стягивают войска. Вот только по большому счету они все равно бесполезны. Нужно дожидаться охотников. И пока военные могут лишь наблюдать за тем, как умирают гражданские. Охотники так долго собираются из-за того, что уровень угрозы повысился. И на то, чтобы собрать пробужденных уровнем Б, нужно время. Пламенный зомби усадил его на жопу. Дела плохи. У этого монстра даже оружие есть. Впрочем, он только что апнул свой уровень. Может быть, у него есть шанс. Но нет. Ему остается только уворачиваться от чудовищных атак монстра. Благо, Сухо не обделен смекалкой. Схватив огнетушитель, он использует его, дабы создать дымовую завесу. Так он смог сбежать. Драться с таким монстром — чистое безумие. Неудивительно, что охотники делятся на ранги. Нужно продержаться до появления серьезных перчиков. Монстр, покинув кабинет, кое-кого приметил. 3 альтушки на крыше. Он тут же решает познакомиться. Сухо увидел это. Видимо, побег отменяется. Нет времени ждать других охотников. Догнав чудовище, он тут же пытается остановить его. Но, увы, атаки Сухого слишком слабы. Он понимает, если пропустит хоть один удар, ему крышка. Но и упускать этого монстра нельзя. Сухой отчаянно пытается нанести хоть какой-нибудь урон. Бедолага и так, и этак атакует. Но все тщетно. Более того, он и сам маслину поймал. А затем отправился в путешествие к ближайшей стене. Кровь хлынула изо рта. Его здоровье почти на нуле. Повезло. Видимо, система пока не хочет, чтобы он отключился. Горящий туман приближается. Мужественности нашему герою не занимать. Глядя в лицо своей смерти, он встает. Пламенный зомби собирается завершить начатое. Вот-вот он оборвет жизнь героя. Но в последний момент само пространство разверзлось, и из этой трещины кто-то приземлился прямо между ними. Неизвестное создание взглянуло на парня. Черт, опоздал. Затем он увидел жалкое создание, которое осмелилось ранить столь драгоценное тело. За это пламенный зомби поплатился мгновенно. Кстати, помните очкарика? Он сейчас обоссывает свои штанишки на крыше, ведь и до него добрались. Но неизвестный благодетель и ему помог, раскромсав монстра.
Затем стремительным вихрем он проносится по улицам, уничтожая всех зараженных. Военные не выкупают. Что творится? Закончив с чудовищами, муравей возвращается к Сухо. Спустя столько лет, наконец он может поприветствовать младшего владыку. Сухо видит сон. В нем он маленький, а тот самый муравей, кто-то вроде няньки. Открыв глаза, парень удивился. Чуть позже ему звонит дядя. Он слышал о происшествии и сильно переживает за племянника. А также обещает прислать ему пробужденных телохранителей. И кажется, он совершенно не слушает Сухо. Кстати, провалялся в отрубоне он 2 дня. И за это время в обществе вспыхнуло волнение. Во-первых, этот горящий туман оказался серьезной проблемой. Во-вторых, Ассоциация охотников слишком долго реагировала на подобную опасность. И в-третьих, кто убил всех пламенных зомби? Ведь когда охотники соизволили добраться, их встретили лишь трупы. Сухо проверяет окно состояния. Все верно, ему не почудилось. Он пробужденный. Более того, в отличие от остальных, он может поднимать свой уровень. Но как же он выжил в той схватке? Внезапно юноша услышал голос. Он выжил, потому что Бер разобрался со всеми вредителями. Незнакомец показался. Муравей очень рад вновь увидеть молодого господина. В этот же момент осколки воспоминаний собрались воедино. Сухо знает этого муравья. Он один из тех черных созданий, что были с ним в детстве. Но почему он вспомнил о нем только сейчас? И почему он вообще жил с этими существами в детстве? Странно. Судя по воспоминаниям, это существо вроде было больше. Это так. Но переход через измерения слишком энергозатратен, из-за чего он теперь выглядит вот так. Но вообще-то он грозное создание. Правда, системное окно так не думает, ведь выдало ему ранг рядового, чем нехило так подогрело пукан муравья. Пробомбившись, муравей раскрывает цель своего визита. Он собирался снять печать с молодого господина, но Сухо сделал это самостоятельно. И, кстати, подлечил его именно он. Сухого больше интересует, что за печать. Оказывается, что все его сны были реальностью, а его батя, Сон Джин, великий владыка теней. Именно он и наложил на него эту печать, отобрав у него силу и воспоминания. Так он надеялся, что сын сможет жить нормально. Сухо хватает муравья. Он как-то связан с его отцом? Выясняется, что его батя не просто ушел за хлебом, а свалил в космос. Если не вдаваться в подробности, сейчас папаня Сухого ведет войну в космосе. Он спасает мир от внешних богов и таримов. Для достижения своих целей они направили своих апостолов. И Беру пришлось победить многих врагов на своем пути, чтобы встретиться с младшим владыкой. Врата и монстры, что появились здесь, результат этой войны. Сухо спрашивает. Раз батя ведет межгалактические разборки, мама с ним? Услышав это, Бер запаниковал. Хейн пропала? Это точно дело рук итаримов. Значит, это из-за мерзких итаримов Сухо не может увидеть родителей. Злость переполняет его. Приметив это, Бер говорит, что если он хочет увидеть предков вновь, ему нужно стать сильнее. А значит, нужно повышать уровень. Муравей протягивает ему ключ. Короче, ты очередной избранный и владеешь невероятной мощью. Но чтобы это использовать, нужно доказать свою крутость. Так что давай иди выполняй квесты и докажи, что достоин. Оно и этот ключ позволит тебе спуститься в теневое подземелье. Бер говорит, чтобы он вставил его в свою тень. Сухо так и делает. И спустя мгновение перед ними возникает портал. Теперь ему нужно отправиться туда. Только там он может вернуть свою силу. Сухо поверить не может. Все перевернулось с ног на голову. Порталы, монстры. Но если он и вправду может стать сильнее, он будет сколько угодно повышать свой уровень. Бер прибыл сюда по указанию отца Сухо и собирается быть рядом всегда, чтобы самолично наблюдать за взрослением младшего владыки. Сухой на пару с муравьем заходят в портал. За ним скрывалась земля мертвых. Территория, куда ни один живой человек не может вступить без разрешения хозяина. Это теневое подземелье. Сухо справедливо подмечает, что больше походит на разрушенный городок, но почему-то здесь все так просто и знакомо, будто бы он уже здесь был. Эй, попуск, пока ты слишком слаб, и чтобы местные признали в тебе хозяина этих земель, ты должен выживать здесь в течение 4 часов. Постарайся не умереть, ладно? Я ушла, целую. Сухо обомлел. Бер просит его не расслабляться. В этом испытании очень опасно, и муравей чертовски прав. Один из монстров уже попытался пристроиться сзади, но удар с ноги в живот охладил его траханье.
Это гоблин-разведчик. Стало быть, вокруг и другие ошиваются. Суха тут же пытается разделаться с ним, пока он не позвал на подмогу. Благо, гоблин оказался попуском и довольно быстро отлетел. В награду Суха завладел его оружием. Вот только избежать столкновения с другими не вышло. На столбе оказался еще один гоблин, который вызвал подмогу. В мгновение ока улица заполнилась гоблинами, и среди них показались и серьезные противники. Оценив ситуацию, Суха спрашивает, он ведь может рассчитывать на помощь муравья? Бер бы помог, вот только он чуть-чуть маленький, да и владыка далеко, поэтому восстановить свои силы не получится. Ну и если он будет участвовать в мордобитии, опыт придется делить, и младший владыка хуже прокачается. Так что пусть справляется сам. Гоблины нападают. Суха вспомнил, что у него есть кое-какие способности, так что стоит их опробовать. Схватив топор гоблина, он использует его, чтобы остановить монстров. Сработало. Этот навык был указан в окне состояния. По ощущениям, будто бы он имеет еще одну руку, только невидимую. Навык «Власть правителя» уровень 1. Мана не нужна, позволяет оказывать физическое воздействие на предметы, не касаясь их руками. Свист стрелы вернул Суха в реальность. Но реакция не подвела, он смог поймать ее. А затем, юзнув способность, возвращает стрелу отправителю. Пока Суха раскидывает гоблинов, Бер вспоминает, каким этот парень был в детстве. Он с малых лет свободно владел властью правителя. Но эта сила крайне опасна, ведь предназначена для того, чтобы уничтожать все вокруг. И тогда это была проблема. Но теперь, когда апостолы и Таримов захватывают землю, его сила наконец пригодится. Суха кайфует от своей способности. Но пока он может поднимать не более 10 килограмм. Один из чудовищ сумел ударить в крысу, но быстро получил в щи. Однако ситуация напряженная. Сухого окружили. А впереди маячит реальная опасность. Я тебя захуял. Гоблин-центурион. Суха вытаскивает кинжал из спины и, недолго думая, запускает его прямо в центуриона. Может, сейчас ему и больно, но сражаясь, Суха чувствует себя живее, чем когда он жил обычной жизнью. Плевать на раны, плевать на усталость, уничтожить всех, выжить. Уровень повышен. 4 часа спустя уставший Суха сидит на машине. Ему удалось победить, и он получает награду «Рунный камень» — извлечение тени. Увидев это, Бер обрадовался. Младший владыка получит такой навык. Но это не все плюшки. Еще Суха заимел навык «Стойкость». Сопротивление физическому урону повышено на 20%. После пробуждения у Суха не только система повышения уровня, но и навыки. Бер поясняет, что у него улучшенная система в сравнении с той, что использовал его отец. Сейчас это инструмент поддержки его безопасного роста, но время вернуться к награде. Нужно сломать этот камень, чтобы получить новую плюшку. Суха так и поступает. Здорово, мамкин некромант. Ты везунчик. Ведь и этот навык не задействует манну. Короче, теперь ты можешь воскрешать павших воинов. Пока ты лох, у тебя есть возможность поднимать всего 3 мертвецов. Давай, используй уже свою силу. Суха решает протестировать новый скилл. Но для начала ему нужно задать голосовую команду для этого навыка. И команда должна быть интуитивно понятной. Суха поднял руку и произнес: Давай, заебал ты, ёбаный шашлык. Павшие гоблины восстали, вот только они 1-го уровня, и к тому же слабее, чем были при жизни. Даже восставшие осознают степень своей убогости. Ко всему прочему, у Суха нет навыка сохранения тени, поэтому восставшие исчезнут через день. Все-таки его уровень еще слишком мал. Навык хороший, но чтобы от него была польза, нужно много качаться. Ну а пока, судя по урчанию в животе, нужно подкрепиться. Чтобы покинуть подземелье, Суха использует ключ. За обедом Бер поясняет. У них всего 3 миссии. Первая – защитить планету от монстров внешнего космоса. Вторая – нужно во что бы то ни стало отыскать пропавшую госпожу Хейн. Если они надерут пару жоп из внешнего космоса, наверняка смогут найти какую-нибудь зацепку. И третья, но не по важности. Они должны восстановить силу муравья. А то гонять рядовым солдатам ему не по статусу. Так как он далеко от владыки, существует лишь один способ восстановить былую силу – поедать то, что содержит магию. Этот способ он использовал до того, как стал воином тени. Малоэффективно, конечно, но другого выхода нет. В любом случае, чтобы выполнить эти миссии, им нужно отправиться в подземелье. Закончив с хавкой, Суха собирается отправляться, но Бер говорит, что сперва он должен получить квалификацию охотника. Поэтому нужно посетить ассоциацию охотников и измерить магию. По дороге туда Сухой окунается в свои влажные фантазии. Вдруг окажется, что он С-класса.
Но все мечты были разбиты после измерения его способностей. Показатель магии всего 46. Он пробужденный Е-класса. Расстроенный, парнишка покидает организацию. Бер всеми силами пытается его утешить. Все это время Сухо повышал силу, а в ассоциации смотрят в первую очередь на показатели магии. Сухой просит муравья не утешать его, так только хуже. Он пробужденный Е-класса. Способен ли такой лох защитить землю? Бер подмечает, что в отличие от других, у него есть поднятие уровня. Вот только с его уровнем даже попасть в подземелье будет проблемно. Обычно столь низкоранговых охотников туда не пускают. Хотя, может и есть способ. Обычно первыми отправляются ребята из ударного отряда. За ними следует команда сбора, которая занимается телами монстров. А уже потом команда добычи, ответственная за разработку ресурсов подземелий. Последние как раз зачастую из Е-класса, так что шанс попасть в подземелье все еще есть. Некоторое время спустя Сухо таки оказался там. Ему помог в этом тот самый помощник профессора. Его зовут Лим. Сухому повезло, что у него оказался знакомый пробужденный. Лим решает, что сейчас самое время. Он извиняется перед пареньком за случившееся во время катастрофы. Он был единственным пробужденным, но испугался и сбежал. Сухо просит оставить извинения, они ведь одного уровня. К тому же помощник делал все согласно предписанию. Услышав, что они одного уровня, Лим удивился. А когда узнал, что показатель его магии еще и меньше, он и вовсе поверить не может в это. Ведь пока Лим убегал, он видел, как Сухо сражался с монстром. Хотя, может, ему показалось. Но стоит отдать должное. Охотник Е-класса сумел выжить в сражении. Это потрясающе. Бер подтверждает. Младший владыка великолепен. Увидев муравья, очкарик обделался. А заметив, что Сухой с ним общается, он и вовсе потерялся. Но узнав, что паренек охотник призывающего типа, сразу успокоился. А затем похвастался своим навыком бега. Сухо заметил это во время катастрофы. Эта штука вогнала челика в тильт. Переносимся к ударному отряду. На первый взгляд в этом подземелье нет ничего ценного. Их атакуют только монстроволки. За их шкуру денег не получишь. Но в любом случае надо пройти подземелье до конца. Может, там есть что-нибудь ценное. Командиру докладывают. Обнаружена какая-то развилка. Отправившись туда, группа находит великолепный меч. Один из ударников предупреждает. Клинок выглядит слишком хорошо. Наверняка это ловушка. Но танку С уровня, Ким Йон Джуну, плевать. Даже если здесь опасность, он выдержит. Вот только схватившись за рукоять, он что-то почувствовал. Его сознание помутилось. Он будто бы оказался в звериной пасти. Товарищи танка выдохнули. Кажется, ловушки нет. Но затем они услышали его голос. Как люди посмели. Мгновение спустя голова того, кто был поблизости, слетела с плеч. Кто из них посмел позариться на меч владыки Клыков? Подожди, не выключай, ролик еще не закончился. Раз уж ты досмотрел до этого момента, логично предположить, что тебе зашло. Насколько мне известно, этот тайтл банят на ютубе. Поэтому, если тебе понравился мой пересказ, залетай в телегу. В случае, если и до меня доберутся правообладатели, продолжение будет там. Оно, кстати, уже готово и лежит на моем бусти. Если есть желание поддержать выход новых роликов и посмотреть продолжение побыстрее, жду тебя там. Кстати, ссылки на соцсети и второй канал с пересказами манг есть в описании. Увы, YouTube забрал у меня возможность добавлять ссылки нормально, поэтому, чтобы они сработали, нужно всего лишь убрать пробел. Спасибо большое за внимание, для тебя вещал Скерс, скоро услышимся.